У меня уже год где-то выпадают волосы. И перепробовав всевозможные методы восстановления, которые у меня раньше работали, я поняла, что я не могу остановить этот процесс и не могу с ним справиться самостоятельно, поэтому я решила обратиться к специалисту. Привет, вы на канале Крюкова, меня зовут Ольга, и в этом видео я покажу вам, как прошла моя консультация трихолога. Вы увидите процесс трихоскопии, сканирования кожи головы прямо крупным планом. Вы услышите очень много пояснений врача относительно различных ситуаций с волосами, увидите способы и методы диагностики выпадения волос. Я покажу вам схему восстановления, которую мне разработала специалист, и какие сроки она на это закладывает. И в конце видео я поделюсь с вами моими выводами, как подготовиться к консультации, чтобы она прошла максимально продуктивно. В нашем городе, по опросам знающих людей, высокого уровня специалистов и хорошего диагностического оборудования нет, и поэтому я не стала экспериментировать, искать и сразу отправилась в Москву. Так как я уже была знакома с Ириной Николаевной Василенко, я делала у нее блефаропластику, и я снимала очень большой обзор на эту тему. Также в клинике у Ирины Николаевны я делала лазерную шлифовку кожи лица, поэтому я обратилась к ней за помощью и договорилась о консультации с трихологом. В начале консультации врач-трихолог Оксана Юрьевна собирала анамнез с моих слов. Я думаю, чтобы предположительно установить причину выпадения. Например, я поделилась, что у меня больше выпадает волос при мытье головы, а мою я очень часто волосы, потому что они быстро загрязняются. Также мы обсудили перенесенные стрессы. В первую очередь, конечно же, врача интересуют медицинские, такие как беременности, различные заболевания, какие-то прививки, наркозы, операции. Мне очень понравилось, что Оксана Юрьевна поясняла поведение волос в различных ситуациях, например, во время беременности. На беременности на гормонах плаценты у нас фаза роста волос становится, фаза выпадения фактически нет, да? И мы такие густые, становимся такие вот прям с хорошими волосами. Потом, когда мы заканчиваем кормить грудью, а гормон пролактин тоже удерживает волос в этой фазе роста, у нас наступает резкий волосопад. Помните, я вам говорила, цикл 3 месяца идет, да, выпадение волоса. Вот беременность – это 3 пропущенных цикла, кормление грудью год – это, грубо говоря, еще 4 пропущенных цикла. И потом все эти 7 циклов начинают выпадать. И нам кажется, что мы просто полысели. На самом деле мы вернулись к тому, что примерно было раньше. Потом потихонечку происходит восстановление, но нужно помнить, что каждая беременность, которая была, уносит часть здоровья вашего, да? То есть там микроэлементы, витамины, какие-то питательные вещества, они клукаются по остаточному принципу идут, да? То есть все жизненно важное, ваши органы и растущий плод. Поэтому получается, мы в фазу такого дистрофического изменения луковицы все равно потихонечку входим в каждую беременность. Это если ухудшается, да. То есть дистрофия луковички проявляется тем, что она теряет свой диаметр, соответственно, она становится более тоненькая, да? Волос, который она продуцирует уже, он становится более тоненький и, соответственно, меньше длину может нарастить, да? Плюс, если мы представим поверхность кожи головы как вот многоквартирный дом, то у нас в норме в каждой квартире должна жить семья. И такие все одинаково упитанные от 2 до 5, да, у европейцев. У нас, получается, какие-то квартиры пустые появляются, да, то есть там не восстановился рост, хотя он есть в потенциале, но ресурсов нет у организма, да, потому что процесс постройки волоса, он тоже витамина, белкового, да, аминокислоты, протеида, минерально зависимый, да. Если в промежутках между вашими беременностями все было идеально со здоровьем, мы не несли какие-то лекарственные нагрузки токсическими препаратами, да, не было наркозов, это отдельная история. Даже применение интерферонов, оно вызывает определенные изменения в луковичках, иногда прям даже видно при лечении, что сколько-то месяцев назад человек принес какое-то острое состояние. То у нас все равно получается в этом многоквартирном доме, где-то пустая квартира, где-то не 5 жильцов, а 2, а где-то 5, но часть из них похудела, да, то есть луковички в дистрофическом состоянии. Если мы на это помножим наш возраст, а в принципе все, что происходит в возрасте, мы становимся меньше, тоньше, сморщеннее, да, то же самое касается и возрастных дегенеративных изменений в луковичках. Вот это само по себе фоново идет. Мы еще не смотрели кожу. Бывает состояние кожи тоже провоцирует некоторые вещи, там как повышенное выпадение волос, да, если увидим, я покажу, если у вас будет фрагмент присутствовать. То есть волосы в той же фазе выпадения выпадают не за 3 месяца, а за месяц, да, такие какие-то моменты идут. Может быть, у вас этот компонент присутствует, потому что если ваши жалобы при мытье головы, скорее всего, мы этот момент увидим с вами. Если увидим, я покажу. В
промежутках, если мы здоровы, мы восстанавливаемся. Но делаем всегда скидку на то, что восстанавливаемся мы все равно с акцентом на то, что с возрастом потихонечку все процессы восстановительные, они уходят. Также, я знаю, этот вопрос волнует очень многих. Мне было интересно узнать, почему выпадают волосы после ковида. Ковид – отдельная история. Раньше давали 25% пациентов на ковиде несут диффузную потерю волос, да? Вариант диффузной аллопеции. Часто возникает очаговая аллопеция. У очаговой аллопеции возникает у тех, у кого есть какая-то серьезная своя патология внутри. Она могла быть скрыта в таком вялотекущем варианте клиническом, да, и в субклинической форме не проявляться. Но вот именно нарушение реологии, которое возникает на ковиде, оно же не только вокруг локончик, оно и в органах, да? И те органы, которые были как бы скомпенсированы, на ухудшение кровотока выдают до компенсации, и проявляется патология, которая раньше организм балансировал, да? И вот всплывает вот эта хроническая история, обостряются все эти вещи. Конечно, все это сказывается и на волосяных покровах. Я очень рада, что мы разобрали важную тему – быстрое загрязнение волос. Как часто моем кожу волосы? Почти каждый день. Стараюсь через день. Если никуда не выходить не надо, то стараюсь раз в 3 дня. Я из-за того, что снимаюсь, мне надо голову мыть прямо перед съемкой. То есть я мою голову, и там через 3-4 часа я снимаюсь, пока все уложусь, сяду. То есть к вечеру она уже сальная кожа? Уже на следующий день я с этой головой не могу сниматься. Вот. Да. А так было всегда или с подросткового возраста? Да, волосы жирнились всегда, но все равно 2-3 дня мне хватало. А сейчас прям вообще не хватает, конечно. Тоже надо как-то это регулировать в этот момент. А посмотрим, есть способы регуляции. Значит, все зависит от того, что мы увидим визуально. Дальше мы перешли к разбору БАДов, витаминов, которые я принимаю дополнительно. Какие? Как много? Внутри комплекс для волос. Это... Как давно? Я пила курсом весной, и у меня как раз остановилось выпадение на этот период. И, потом вы будете смотреть, вот здесь вот у меня все, что выросло, вот это не челка, это все выросшие волосы. У меня волосы все одной длины на самом деле. И у меня остановилось, и перестало выпадать, и волосы выросли сильно, как вот выросли значительно. Но потом где-то с середины лета все опять посыпалось. И витамины, минеральный комплекс у нас Wellness Pack. Я пью еще иногда для зрения БАДы, на Isurf я заказывала, да, и витамин С, если какие-то признаки простуды могу так кинуть. Все, в принципе, это и белковый коктейль питательный. Чудесно. Это как бы общий набор. Лекарства я не пью. То есть, очень приятно слышать, что вот все, что вы принимаете в рамках концепции активного долголетия, да, современного подхода к антиэйджингу на самом деле, к активному здоровому образу жизни. Конечно, все это предварительный, довольно поверхностный опрос для того, чтобы глубже понимать проблему, что именно происходит, это последствия стресса или есть какие-то дефициты в организме. Чтобы все вот это узнать, врач мне назначила целых 2 листа анализов. Я вам отдам анализы, это чекап мой, который мне необходим для оценки вашего состояния внутри, то есть работы тех органов, которые влияют на рост волос, тех метаболизмов, которые идут. К примеру, гормон щитовидной железы, состояние щитовидной железы, напрямую стимулирует рост волос, да? То есть делать так, чтобы было много и они росли быстро. Если в каких-то фрагментах типа живояса микроэлементов, необходимых, входящих в структуру гормона щитовидной железы, у вас не хватает, соответственно, тоже она не может полноценно работать. И затем мы перешли к общему осмотру волос, чтобы визуально оценить их состояние. Первое, что мы делаем с вами, это мы просто визуально посмотрим кожу головы. Что при этом я увижу? Я увижу, что у нас есть белесоватые чешуйки, мелкие, средние по размеру, кожа головы телесного цвета, вот однородная. Да? То есть мы сейчас сразу исключаем какие-то грубые заболевания. В некоторых местах очень зожная зона представляет небольшие такие розоватые очаги, покрыты белесоватой желтой чешуйкой, легко отделяющиеся при поскабливании. То есть это перхоть? Можно назвать в простонародье это перхотью. У нас будет другая картина. Вот, небольшой розоватый очаг с чешуйками, легко отделяющимися при поскабливании. Для нас дерматологически это очень важный момент. Легко или тяжело они отходят, какие размеры. Здесь тоже видим небольшую площадь чешуек расположенных. Да? То есть мы будем говорить о сопутствующем диагнозе, это о дерматите определенной кожи головы, который ухудшает и восстановление волос, и усиливает выпадение. Увеличение будет все понятно. Так, здесь все хорошо. Тоже хорошо. И тоже хорошо. Так, значит, при осмотре мы с вами видим, что у нас диффузная
уменьшение объема волос. То есть никаких очагов у вас не выявлено. Завысил, да? Да. Ну, в простонародье, конечно, Ну, да, зависит, да. но участков нет волос. Ну и, наконец, самое интересное, на мой взгляд, визуально захватывающее — это трихоскопия, это диагностическое исследование волос с помощью специального аппарата трихоскопа, который многократно увеличивает просматриваемую поверхность. Вы никогда не видели кошку? Нет. Я боюсь даже. Немножко не понравится, но так у всех. Сразу говорю, да? Так, смотрите, вот это наш многоквартирный дом, и в нем мы начинаем с вами рассматривать квартиру. Да? Вот, это увеличение. Мы с вами видим, что вот в этой квартирке, видите, живут 2 члена семьи. Здесь тоже 2. Да. Здесь 3, но из них 2. И новенький, Одного да? диаметра. Малыш один. Но эти малыши не растут шириной, это не деревья. Значит, у него луковичка Он только будет да? такой, да? Да. Но он может изменить свой диаметр стержня, если мы будем работать с луковичком. Да? То есть он же вырасти может, да? Он начиная от основания, Ага. может набирать больший диаметр и потихонечку произойдет замена диаметра стержня, да, по мере роста. Что мы еще наблюдаем? Мы наблюдаем большое количество прессоватых чешуек. В основании вот этих вот квартирок, называются волосяные юниты, да, мы с вами видим, как они в основании крепятся в большом количестве к стержню волоса. Да? То есть здесь выделяется сальный секрет, избыточное образование вот этих вот роговых чешуечек прилепляет к избытку сального секрета, формируются такие муфточки, да? Диффузно расположены тоже чешуйки по поверхности кожи головы есть. Смотрим опять, да? 1, 2, 1, 2, да? Это хорошо, что их 2, или должно быть больше? А мы посмотрим сейчас по донорской зоне, по вашей, по затылку, сколько у вас вообще заложено, да? Здесь обычно зона, она еще андрогензависимая, где у нас уменьшается. Да. Вот это все утяжеляет волос. Да? Это вот и есть жирный вот это, да, то, что на волосах? Смешанная себоррея будет точно стоять в диагнозе. Тонкий волос видим, да, в большом количестве. Видите, какие у нас замечательные сосуды. Это хорошо или плохо? Хорошие. Мы пока видим с вами преимущество множественной волосяные юниты. Давайте немножечко обратим внимание теперь на следующий фактор. Посмотрим на диаметр стержня волоса в основании, где он выходит, и по длине. И увидим, что он примерно одинаков, да? Учитывая те самые фазы и рост, которые мы говорили, то есть мы с вами приходим к выводу, что острого процесса какого-то здесь нет, да? Процесс, который здесь идет, он такой у нас давнишний. Вот у нас с вами квартирка, где один и дистрофик. Дальше. Здесь, естественно, и закономерно в зонах виска диаметр стержня падает. Это определенные, да, такие особенности, которые у нас появляются, да? То есть базовый диаметр падает. Мы также наблюдаем анизотрихоз различных диаметров, да? Видим? Ой, вот это тонкое. Тоненькие. Это волосы, да? Да. Такие белые? Да. А это седые, наверное? Да. У него даже, видите, есть немножечко окрашивание здесь, да? Посмотрите, вот показательный юнит слева находится. Один тонюсенький, это велюс, отдельный вариант волоса пушковый, а второй такой более полненький, да? Большего диаметра. Я так образно говорю, чтобы было больше понятно. Велюс. Наличие велюса, то есть вот этого пушкового волоса, говорит нам о том, что у вас организм хочет и пытается восстановить количество волос, но чего-то ему не хватает. Видите, как их здесь много? Да? Видите? Вот эти тоненькие волосики, да. И это, кстати, хороший тоже прогностический признак, потому что когда все очень давно и очень безнадежно, то уже и велюса нет. То есть то, они что уже даже не растут, да? Да, в таком количестве присутствует, это нам как раз об этом и говорит. Страшные. Это все как раз убирается и лечится, тут просто не хватает пилингов и средств, которые себя регулируют, да? А так у нас из всех признаков все прямо обратимо и должно быть хорошо. Сейчас я хочу посмотреть по затылочку, сколько у вас в юните идет волос, чтобы мы понимали, чего у нас в принципе примерно сверху количественно не хватает. А теперь на затылочке. Раз, два, три. Ну, то есть то, что вам было задано, как я вижу, преимущественно 3-4 видим, да? То есть у нас даже нельзя говорить, что здесь по одному, а там 5 изначально. Примерно одинаково, да? Меньше в зонах, которые больше подвержены, да, вот воздействию. Вот здесь вообще стало прям А здесь вообще белое. великолепно. Смотрите, Да? какие у нас с вами здесь растут Новые. шикарные Вырастут
вырастут. Я то так есть, обожаю вот эти вот подшерстки а кисточки. я так боялась, что они уже все не вырастут. Прям, Вы- всё у вас там нет белое. необратимых признаков. Да? Да, у вас все обратимо. Великолепные. Смотрите, они же жесткие растут. Они же не вирусные. То здесь все восстановится, да? Да, Ровно, если да. они не выпадут. А А вот они то, не что они выпадут. светлые, вот это, почему это? Потому что они седые или потому что они слабые? Седые мы видели отдельно, как вот Вот, рядом. вот беленькие, Да. Вот вы правы. Вот какая вот вы проницательная. Посмотрите на диаметр стержня волоса, который темный, и волоса, который посветлее. Он тоньше диаметром, да? Мгм. Вот насыщение волоса пигментом идет в определенных зонах, ну, грубо говоря, в месте перехода волосяной луковицы в кожу. Мгм. И, соответственно, чем больше диаметр стержня волоса, тем больше пигмента он в себя собирает, да? И у нас получается более темный цвет. Если волосок ослаблен, луковичка ослаблена, волосок тоненький, Мгм. он просто вот в объем свой, в площадь, меньше может пигментных веществ. У нее сил нету для этого, получается. Некуда положить, По-русски. некуда положиться. Вот, получается он более светлый. И одним из признаков того, что у вас восстанавливается диаметр, это когда мы работаем инъекциями, есть определенные препараты, пациенты приходят и говорят, во-первых, после 2-3 постановок у меня один волос на расческе. Ну, бывают такие случаи. Я говорю, поздравляю. Во-вторых, у меня волосы потемнели. Я говорю, еще раз поздравляю, потому что они у вас стали большего диаметра и набирают тот цвет, который у вас был изначально. Затем мы перешли к осмотру выпавших волос, чтобы оценить фазы выпадения. Если честно, я не совсем поняла этот этап, потому что было очень много терминов у Оксаны Юрьевны, которые я на тот момент не знала, хотя мне было интересно рассматривать кончики волос, и для того, чтобы вам было понятнее сейчас разобраться, о чем мы говорим, вы должны понять, что есть стадия развития жизни волоса. Их 3 – это анаген, катаген и телоген. Стадия анагена – это период активного роста волос. Он длится от 2 до 7 лет, заложено это генетически, и в этой стадии волос растет на 1 сантиметр каждые 28 дней. Катаген – это промежуточный этап, волос находится в нем где-то 2-3 недели, когда у него прекращается период активного роста, конец фазы анагена и переход в стадию телогена. И телоген – это период неподвижности, покоя, стадия отдыха волосяного фолликула. Например, когда человек находится в повышенном стрессе, 70% волос могут вот одномоментно войти в стадию телогена и начать покидать голову. В идеале, как я поняла, волосы должны выпадать только в стадии телогена. Может, я не до конца здесь разобралась, но вы сейчас посмотрите. И вот когда врач визуально смотрит на кончики волос, то он определяет, в какой стадии находился волос, покинувший вашу голову. Хочу по зонам у вас провести клиническую трихограмму. Из советской дерматологии история, когда мы изучали, у нас не было такой аппаратуры, и мы по соотношениям волос в разных зонах кожи головы и соотношением фаз, в которых волосы там находятся, могли предположить диагноз, ну, хотя бы группу, в которой нужно было с этим диагнозом обращаться и, соответственно, подобрать лечение. Сильно не тяну. Ну, по ходу мы с вами оцениваем количество выпадений. Это мы с вами посмотрели висок правый и положили, да? И здесь, потому что у нас происходит, теперь посмотрим висок левый. Параллельно мы с вами оценим, насколько ломкий волос. Да, мы ничего не достали здесь. Вот, значит, пишем сразу 0. Даже прям так, да? И это чудесно, да. Есть нормы выпадения по зонам. Так, теперь мы с вами посмотрим теменную зону, туда же поможем. Я чувствую, как они отсоединяются. Вот, да? Ну, Видите? смотрите, вот так вот у меня еще хуже, когда я мою голову вообще. Вот это, конечно, превышение нормы выпадения. Так, сейчас мы будем, вот нам будет очень важно, какие там фазы, потому что от фаз, в которых будет находиться луковичка, будет зависеть тактика терапии наша локальная, напрямую. Затылок, да? Ну, у затылка обычно все бывает лучше. Там посильнее, Да, сейчас мы с вами будем рассматривать луковички, я вам их покажу. Давайте смотрим увеличение. И мы с вами находим черную крючковатую луковичку, да, затылочная зона. Где Это отвалилось. фаза роста.
То есть сейчас, когда я потянула, она находилась в фазе роста, там было деление, волос рос. Единичная такая луковичка – это норма. Луковичка в другой фазе будет находиться, да? Смотрите, у нас дистрофичный кончик, дистрофичная луковичка в фазе выпадения. Тоже видим такую небольшую колбовидную поверхность, белесоватую, да? И обратите внимание на луковички, насколько они все-таки дистрофичны. То есть фактически, да, диаметр луковички, колбочки, да, он соответствует диаметру стержня. Это нам говорит о том, что растущий из него волос будет еще тоньше, он не может соответствовать диаметру луковицы. Есть определенная пропорция между ними. То есть волос потихоньку истончается, да? По этим исследованиям мы смотрим. Они не проявились визуально при нашем другом увеличении, которое мы видели, но тенденция к тому, что волос становится тоньше. Теперь давайте брать вашу теменную зону. Пока я встречаю только фазу телогена, это очень хорошо. Вот это промежуточная фаза катагена, единичная тоже норма. Видите, кончик острый? Да, и что? А это фаза промежуточная, если ее немного, то она тоже соответствует физиологическим моментам жизни волоса. Когда волос начинает потихонечку вытягиваться, выходить к поверхности кожи, вот этот фиброзно-сосудисто-дермальный пучочек, он запустевает, формируется такой остренький канатик, а потом происходит выворачивание наружного влагалища, мы уже видим колбочку, и волос движется к поверхности в фазе выпадения. В любом случае выпадет. Да, единичные такие до 10% фазе катагена промежуточные волосы норма. У нас не превышает этот показатель. А если их много, это говорит о остром состоянии. Вот прям что сейчас что-то, интоксикация, какое-то такое острое нарушение. Они массово пошли вот на выпадение, но находятся в промежуточной фазе. Вот, что еще у нас идет? Опять попадаются два волоска в зоне фазы катагена. Один катагена и два анагена, да? Мы вот прям детально, если будем их подсчитывать, опять телоген, да? Да, это тоже фаза роста. То есть у нас превалирует фаза выпадения, есть фаза роста представленная, тоже, видите, выпадение телоген. Также мы рассмотрели состояние моих волос по длине, кончики волос. На самом деле к трихологу люди приходят не только вот как я, с выпадением волос, но также с ломкостью, с сухостью, с различными вопросами по коже головы, чрезмерной жирностью. Бывают такие ситуации, когда ты не можешь справиться, ну, например, как я, уже все перепробовал, и ты понимаешь, что жить ты дальше так уже не хочешь, ты хочешь этот вопрос решить и жить дальше нормальной, полноценной жизнью. И как здорово, что есть вот такие вот врачи, трихологи, очень узкие специалисты, которые хорошо, надо сказать, знают тему и могут помочь вам разобраться. Достаточно иногда просто поменять какое-то средство ухода, и, например, вы уже избавились от жирности волос чрезмерной. Обратим внимание, что за волосом вы ухаживаете хорошо. Почему? Потому что когда я делала тракцию, у нас фактически не было облома стержня по длине. А мы объем волос теряем еще, когда они обсыпаются по длине. То есть меньше и меньше становится. Нас напугает количество, которое сыпется, да? А оно сыпется без луковиц. Вот у вас вы ухаживаете довольно хорошо за волосом. Он у вас, ну, на самом деле, упругий. Не травмирован, да, краской? Вот как Да, даже крашу. краска щадящая. Очень давайте мы кончик посмотрим еще. Вот здесь тоже можно подувеличить. Где-то раз в 2 месяца. Ну, смотрите, какие великолепные кончики. Вот, то есть то, что мы видим, небольшое рассечение на единичных кончиках внизу, ну, если учитывать, что мы красим волосы, это просто, ну, вот фактически ноль. Ну, это здоровые волосы. Подрезала я в июне. Ну, тем тем года назад более. где-то. То есть стержень на концах великолепно выходит. И здесь срез дополнительных делать никаких не нужно. Да? Ну, это вот просто вот тут единичные, которые прямо на самом кончике. Это понятно. Ну, такие беленькие. Да, у вот вас эти. нет по длине секущихся, которые бы обламывались. Патология стержня нажитой, да? Сам стержень по длине, вот смотрите, совершенно правильная форма, потому что есть еще врожденные патологии, тоже все хорошо. Итого мы будем апеллировать с вами к коже головы и будем апеллировать к состоянию внутри организма, которое нами должно быть скорректировано. Тогда мы с вами сможем улучшить состояние луковиц, вырастить их большего диаметра, в большем количестве, которое было вам свойственно. Толще станет диаметр волос, это даст свой объем. И нужно с вами будет прийти к определенному уходу за кожей головы, потому что при том диагнозе, который мы поставили, всегда диффузно человек редеет
головы. Просто у вас получилась ситуация, что пока не выпадали быстрее из-за сибарена кожи головы, да, волосистой части головы, и восстанавливались хорошо, вы разницу не замечали. Да. Но когда наслоились факторы, все, которые мы собрали в анамнезе, и восстановление стало страдать, вот тогда вот эта вилочка стала нарастать, и вы увидели, что одно уходит. Да? И в самом конце консультации, после того, как врач собрала всю информацию обо мне, провела визуальный осмотр, она назначила предварительную схему лечения и дала рекомендации. У вас, поскольку необратимых признаков вообще никаких нет, у вас вообще все замечательно, то есть у вас полностью обратимые процессы. Даже если бы мы нашли такие у вас, Их можно все равно они бы все равно заросли обратно. Без инъекций в кожу головы нам не обойтись. Потому что в вашем случае, где есть фаза просто выпадения, нам нужно сделать так, чтобы он по возрасту не выпадал, а фаза это продлилась максимально. Плюс стало более эффективной. Юниты волосяные, это как репчатый лук, вот так вот много. Ну, короче, раз держим, и в одну дырочку выходит. У каждой есть вот такая мышца, поднимающая волос. Здесь под ней находится баунжёна стволовых клеток. Это примерно 0,3-0,5 см, в зависимости от толщины кожи. Вот наш сосудисто-дермальный пучочек. Наша с вами задача использовать ваши физиологические механизмы восстановления волоса. Для этого мы проводим позитивную и негативную стимуляцию. Негативная не значит плохая. Позитивная – это мы даем все, из чего строится волос. То есть если мы колем препарат сюда, то мы колем препарат, который конкретно здесь улучшает микросреду вокруг волоса. Детоксицирует именно эту историю, которая содержит в себе состав тех витамин, аминокислот, микроэлементов, которые идут на постройку волоса. Не там хрусталика глаза, да, не пяточной косточки, да, а вот именно здесь. Плюс компоненты, которые здесь будут использоваться, ну, в вашем случае, они будут нести определенную протективную историю, допустим, там легкое антиандрогенное действие, улучшение микроциркуляции, то есть мы учитываем возраст и прочие моменты, будут работать локально, мы их будем носить в виде определенных средств, да, которые у нас вот технологически вы приобретете либо в интернете, либо в клинике, это не принципиально. Схему я напишу. Но для того, чтобы эти препараты, позитивная стимуляция, попали вот туда, куда нужно, да, нам нужно все, что на поверхности кожи находится, убрать. То есть у вас в выходах будут пилинги домашние находиться. Что вы на этих пилингах почувствуете? Вот буквально 1-2 применения, и вы скажете, что у вас волосы стали пышнее. Многие пациенты говорят, что знаете, у меня гуще стали волосы. Я говорю, ну, за неделю, да. А что происходит? А вот этот вот объем чешуек, который мы видели, да, скопление клеток, сального секрета, он уходит моментально, расправляется корень, который был придавленный. Он в прикорневой зоне становится пышнее, блестит, и кажется оптически, что волос прям лучше стал. Процедура вот с этим пилингом, который я напишу, очень приятна. Вот настолько обожают его пациенты, Ирина Николаевна очень оценила. То есть он применяется до мытья кожи головы, под шапочку, под пакет с шапочкой мы ходим, да, полотенце. 15 минут, 10-15 минут, комфортное тепло. Это кислотный, да, пилинг? Не механический? Нет, абразивную часть мы использовать не будем. Нам здесь нельзя в таком состоянии, потому что у нас с вами больше чешуек. Если мы постоянно пользуемся скрабиками, не при каждом типе кожи, во-первых, это можно сделать. Вот при сухой можно было бы иногда, а при жирной уже нельзя. Смотрите, у нас получается механизм как мозольки. Мы трем, и там разговариваем. Да. А у нас еще идет стимуляция выработки сальных секретов, у вас его больше. И у вас больше клеточек, секрета так много, и больше вот этих вот скрининг чешуек у нас. Поэтому мы будем использовать химические компоненты, которые расщепляют, все убирают. Комфортное, тепло. Вот, знаете, такое прям ощущение, что хорошее уже происходит на коже головы. Да. Потом вы смываете это водичкой, моете своим обычным шампунем, ухаживаете обычными средствами, выяснить, что вам достаточно, да, там, бальзамы, кондиционеры, которые используете. Я могу только порекомендовать те, что еще лучше, но они уже не обязательно для вас, потому что здесь вы сами справляетесь. И в обязательном порядке при таком количестве белковой массы сальной, жировой на поверхности кожи, у нас становятся более активными определенные питатели сапрофиты кожи головы, которые так называемую перхоть вызывают. То есть они запускают воспалительную реакцию, еще больше там отхождения чешуек, расщепления, вот этот зуд появляется, потому что не выделяют свои продукты жизнедеятельности. Вот чтобы это нормализовать, мы используем с вами препараты от сибореи, от перхоти. Да? Они используются ровно следующим образом. Допустим, 2 раза в неделю вам назначаю пилинг, у вас получается 4 этапа мытья. Пилинг, смыли, шампунь помыли голову, несколько заходов как мыть, смыли, кондиционеры, там бальзам, смыли. И
Обязательно антисеборейный либо против перхоти шампунь, который мы будем использовать в виде маски, вспенивая на кожу головы 5 минут и смывать. Чтобы успокаивало. Да, 2 раза в неделю. Потом через несколько месяцев мы перейдем на 1 раз в неделю. Вот. Он будет, знаете, это можно сравнить, как вот человек заболел, и мы говорим, будем пить пребиотики. Ну, как бы, да, это не по заболеванию, но все равно будет иммунитет лучше и лучше. Вот этот шампунь ровно так будет работать, да, то есть он это улучшает. Это если чаще надо мыть голову, этим же шампунем или... Шампунь сам по себе не является лечебным средством. То есть лечебное средство – это ампулы, сыворотки, там, эмульсии активные, да, то, что мы наносим, мы не смываем. Шампунь – это средство очищения. То есть он не лечит. Вот все, что есть в маркетинге, там, шампунь для роста волос, ну, он какую-то 1/100 внесет в рост волос, но давайте просто подумаем трезво. Если он находится на коже головы 2, 3, 5 минут, ну что он там успеет полечить, он бы успел бы сальный секрет снять с чешуйками, да, за это время? А мы пару раз наносим, да. Поэтому мы не будем рассматривать этот вариант как возможность восстановить волосы, но мы будем помнить, что pH кожи жирный – один, pH сухой кожи – другой. И микрофлора, условно патогенная, более активна при нарушении pH кожи. То есть там, где кожа жирная, будет активна определенная флора, которая будет и перхоти способствовать росту, да, и прочее. Малоцезария определенная группа будет более активна. Поэтому, если мы используем шампунь для жирных волос, то он обязательно будет в себе нести компоненты или антисеборейные, да, которые нормализуют, нейтрализуют pH. И, соответственно, создают такую среду, где вот, ну, не могут они быть очень активными, потому что им некомфортно, да, как у рыбок в аквариуме, у них, ну, вот как-то не так. Не будут они делиться активно, да, им бы по-другому. Поэтому только в этом есть смысл, да, использовать шампуни там, для жирной кожи, там, для сухой, в вашем случае для жирной. Теперь вернемся к негативной стимуляции. Негативная стимуляция – это когда мы берем и заставляем стволовые клетки вырабатывать разные сигнальные молекулы, уходить в ростковые зоны и запускать рост нового волоса. Это всегда травма. Оттуда идет регенерация. Мы, соответственно, берем с вами определенной глубины дермороллер, а как раз глубины, где примерно волчок. Да. Начинаем аккуратненько обрабатывать кожу головы ежедневно и вечером. Несколько месяцев, все будет в схеме написано. Обрабатываем как? Ни в коем случае не устраиваем газонокосилку. То есть вот так вот катать по коже головы, наматывая волосы и вырываем их мы не будем. Мы делаем с вами пробор пальчиками и буквально в течение 5 минут обработка всего волоса ставим и капельку, вот миллиметр-полмиллиметра, перемещая, оказываем легкий нажим, даже не катим. Даже не катим. Наша задача сделать иголочками перфорации, чуть-чуть вот так вот подвигать кожу, да, буквально там миллиметр от силы. Вот. Да? Вот это называется клиническое мышление. Раз. Во-вторых, мы раздражаем зону стволовых клеток, на травму они реагируют, начинают, грубо говоря, как у пациента метаться по коже и говорить, что она вся изранена, нужно ее полечить. Папа параллельно заходит в ростковую зону и начинается стимуляция роста волос. А мы тут еще такие умные, мы нате покушайте правильно и все, да? А вот вам биология хорошая, а вот мы чешуйки убрали. Ну, организм благодарный, волос начинает расти. То есть это негативная стимуляция, да? Частично негативная и позитивная в инъекциях идет. Вот учитывая всю картину, которую я вас увидела в клинической трихограмме, да, то есть уже соотношение луковиц и количество, которое выпадает с разных зон, естественно, первый этап, который я вам назначила, это восстановление, ну, грубо говоря, скажем так, здоровой памяти клеток о здоровом образе жизни и микросреды. То есть препараты, которые первые я вам назначу, они как вводные в терапию пойдут, это нуклеопротеиды, это препараты группы Плинес. Их нужно будет делать раз в неделю, тебе раз в 2 недели, 2-3 раза. После этого мы перейдем на другую группу препаратов, может быть, через 2 раза нужно будет начать чередовать с препаратом, который улучшает рассол сосудисто-нервным пучком. То есть любая клетка – это среда-зависимая вот, такая организация. Вот я не зря про аквариум говорю, да? То есть если микросреда нормальная, клетка быстренько восстановится, вспомнит, как делиться, правильно, все, и все будет хорошо. Если мы будем сейчас только на сосуды нервные окончания работать, чтобы тут все делилось, росло хорошо, а вокруг просто помойка, то она все равно отравит все, что мы делаем, и результат будет там 1/10, да? Поэтому мы начнем с восстановления вот этой микросреды и памяти. Вот прям почитаем про препарат Плинес, он с величайшим, с огромным количеством научных исследований в трихологии находится, на PubMed много статей о том, как он влияет на аппеции, как он организует кучу всего там, и обмен веществ.
и влияет на синтез коллагена, и на реологию крови, и там на противовоспалительные моменты, которые всегда присутствуют все равно здесь, да. Вот, не специфическое воспаление, где бактерий нет, но если мы будем разбирать медиаторы, которые вокруг бродят, они будут все равно группа, которая при воспалении возникает, да. Вот, поэтому их обязательно. Потом пойдет препарат из нового поколения, почитать о нем мезодженезис или метагенезис его называют, компания Premier Farm. И прием внутрь, да, препаратов. Все. Плановый повторный прием, когда мы подглядываем за направлением, что у нас выросло, может что-то скорректировать, может добавить, убавить. Через 3-4 месяца встречаемся, смотримся. Через 6 месяцев у нас идет первый плановый прием, это связано с определенными фазами и длительностью фаз жизни волоса. И только через 6 месяцев мы с вами объективно оцениваем, что по-хорошему хочу от вас видеть через 4 месяца. Маленький небольшой подшерсток из жестких волос. Примерно те самые кисточки, что мы видим у вас по лобной доле, но диффузные по всей поверхности головы. Через 6 месяцев я хочу видеть такой же подшерсток, который будет виден на просвет, когда мы с вами придавливаем длинный волос, и у нас такой прямо львенок идет, да. И дальше наши задачи начинают меняться. Мы начинаем с вами работать уже на стимуляцию роста волос по длине, чтобы вы быстрее увидели вот этот объем, который восстанавливается. Нам нужно с вами, чтобы волос не сантиметр в месяц рос, как обычно, а там 2-3. То есть будем добавлять такие препараты, и тогда мы с вами не через 15 месяцев, через год увидим какой-то объем, а через тот же год увидим уже больше густоту и объем. Да? Вот. И, соответственно, выпадение прекратится. Выпадение еще раньше должно прекратиться. Да. Смотрите, опять же, вот нет микроскопа заглянуть. Что там? Да, и они не могут выкинуть флажок мне с ответом. Что там превалирует? Микросреда? Если на уровне микросреды первые важные изменения идут, то плинес прям сразу же дает остановку, да, то есть не попадается. Если это все-таки субдермальное соединение, то тогда уже на втором препарате мы будем в любом случае, по моему прогнозу, если мы с вами будем ставить плинес фаст раз в неделю, как более сильное интенсивное средство, потому что процесс давнишний идет, не раз в 2 недели. И через 2 недельки 2 раза поставим, перейдем уже на мезогенезис, у нас в течение месяца выпадение должно достоверно уменьшиться. На данный момент прошло 2 недели после посещения мной консультации трихолога. Я не торопилась снимать это видео, мне было интересно, какие результаты, вот первые хотя бы, я получу от рекомендаций назначения врача, ну, чтобы с вами поделиться. Во-первых, сразу же в клинике, прямо сразу же после консультации я сделала лечение корней волос. Мне провели процедуру биоревитализации препаратом Плинест. Плинест для микросреды 2 мл. Да? Смотрим с вами на срок годности обязательно до ноября 2024 года. Да? Сейчас мы с вами аккуратненько открываем препарат. Там будет стерильный лоток со стерильным шприцем, в котором находится 2 мл препарата. Как мы видим, название препарата повторяется и на стике, где у него есть личный номер лот, да? По этому лоту мы можем отследить, откуда пришел к нам препарат, то есть каким путем, откуда официально он доставлен. Этот лот будет вклеиваться в ваше согласие информированное, которое мы подписали. Аккуратненько вскрываем. Шприц на название то же самое у нас, да, проверяем. Тот же самый срок годности, тот же самый лот у нас идет, все дублируется, да. То есть препарат оригинальный. Берем небольшую иголочку, небольшого диаметра, чтобы не было больно. Собираем. Поскольку лоток у нас сейчас в настоящее время стерильный, сюда переносим салфеточки и микрокапель. Это неприятно, поскольку кожу головы мы не анестезируем, да, потому что водных средств, которые анестезию вызывают, нет, а жировые мы не наносим. Мы начинаем микрокапельно вводить препаратик на глубину вот этой иголочки. Как раз мы оказываемся в гиподермальном слое, где находятся волосяные луковички. Можно делать выдохи. И выдох делать долгим, спокойным и подольше. То есть это помогает, это активирует определенные участки парасимпатической нервной системы. Вот умничка. Терпимо? Да. Вот. Таким образом мы распределяем препарат. В диффузии дальше он распределится по коже головы равномерно. Да. Здесь все просто. Где этого вещества мало, оно туда пойдет, где его много, туда оно не пойдет, и концентрация будет примерно одинаковая.
Немножко поболезненнее будет колоть сейчас височки. Голову не моем до утра. Вот из таких вот рекомендаций не рекомендую сегодня, допустим, заниматься активным спортом, потоотделение, чтобы было, да, или горячие ванны принимать. Ну вот до утра, до завтрашнего дня. Умнички. Выдох. Молодчиночка. Каждая капелька этого препарата нам дорога. Поэтому мы очень аккуратненько распределяем его по поверхности кожи головы. Моя умничка. Умничка. Ну, поскольку мы делаем эту процедуру 5 минут, ее там, но сильно больной не назовем, болезненной, да? Правда, Оль? Ну, да. Такая немножко болезненная. Прям боль это другое. Вот это была боль, это точечка такая попалась. А все остальное болезненно. Так, передохнуть нужно? Ничего. Но оно того стоит. И даже вот эта боль, Ольга, слышите, она работает на вас. То есть сейчас это стимуляция рефлексогенных всяких там механизмов, да? Вы помните, рассказывали, как мы стволовые клетки сейчас будоражим? Вот, а боль усиливает их активность. И это все идет на пользу. Умничка. Такой проборчик. 5 минут как раз в недельку можно спокойненько пережить. Выдох. Умничка моя. Умничка. Пожалею немножко. Вдох. Нам осталось буквально на 2-3 минуточки работы. Да, здесь такие точечки вот здесь находятся. Они не очень приятные. Теперь затылок мы заканчиваем уже. Нам осталось немножко. Так. Это кровит штука вообще? Нет, вы не раненые боитесь. Нет? Нет. Ну, если самой себе ставить, конечно, тут прям сосуды близко расположены, крупные, да. Это я прям для тех, кто пытается это делать, они очень сильно рискуют попасть в артерию Не туда. и получить фонтанчик такой, да, и прям серьезную историю. Даже если венку попасть в крупную, то все равно нормальная гематома и снег не течет. Здесь прям рядышком все находится, мягких тканей много. Поэтому колоть, конечно, нужно уметь. После процедуры еще где-то пару дней я ощущала места уколов. Да, это немного дискомфортно, когда тебе колет препарат голову, но главное, чтобы был результат. Также я поменяла уход. Я очень внимательно слушала Оксану Юрьевну на встрече, потому что мне было интересно знать, что же вызывает такое чрезмерное загрязнение моих волос. И когда она мне назначила уход, я купила его прямо там сразу в клинике. Можно, наверное, где-то заказать по интернету, но я не хотела ждать, хотела сразу же начать применять. Это DSD, испанский бренд именно профессионального ухода за волосами. Я потом посмотрела, там очень много разных схем, направлений, но нас в данный момент интересует только вопрос остановления выпадения волос. И в первую очередь это пилинг 1.3, мне очень он понравился, я его использую где-то раз, ну иногда 2 в неделю. И вот вам очень рекомендую, если вам что-то назначают, смотрите еще отзывы, кроме официального описания. Сначала я применила так, как написано на официальном сайте, как написано на тюбике, нанесла на корни волос, написано даже можно не мочить, очень большой расход. И потом я почитала отзывы девочек и нанесла пилинг после мытья головы, прям небольшое количество на корни и подождала минут 10 и смыла. Эффект точно такой же, расход прямо минимальный. А так как средства, ну, надо сказать, не очень дешевые, то лучше использовать их экономичнее, тем более, что эффект такой же. Шампунь от перхоти порекомендовал мне врач и 2 сыворотки. Одна, по-моему, для остановления выпадения волос. Ну, вы можете найти 3-4-2, это DSD сыворотка. И давайте внизу вам оставлю все названия. Одна на вечер, другая на утро, на корни прям волос. Одна спрей, другая с пипеткой.
расческой. И также у меня есть мезороллер, по-моему, так он называется, с иголочками. Я покупала уже давно для ухода. Если нету, то его вот надо к этому уходу было докупить. Кроме этого, я поменяла свой ежедневный шампунь. Я взяла именно шампунь для жирных волос. И кондиционер тоже для ухода. И добавила назначение врача, лекарственные препараты, витамины. И вот уже 2 недели я их принимаю. Мне кажется, что волосы, безусловно, стали более шелковистые. Они выглядят более здоровыми. И насчет выпадения, они еще выпадают. Мне кажется, что меньше. Может быть, это пока такая у меня иллюзия, потому что я вот это все делаю, я этим занимаюсь, и мне хочется думать, что все это работает. А может быть, и действительно все эти назначения сейчас уже срабатывают, но все равно я понимаю, что это забег долгий, и результат мы будем смотреть через полгода, месяцев через 8. И несколько моих выводов, как подготовиться к консультации, чтобы она прошла у вас успешнее. Во-первых, уточните у врача заранее хотя бы базовый набор анализов, которые вы можете с собой принести и показать. Так назначения будут гораздо точнее. Очень советую записывать встречу на диктофон, потому что вот я снимала на видео по предварительной договоренности, и потом, когда пересматривала, я услышала очень много моментов и нюансов, которые на встрече я упустила. Также вы можете потом прийти домой и спокойно переслушать, разобраться в каких-то терминах, которые вам были непонятны, и более детально осознать всю встречу. Уточните насчет обратной связи, потому что трихолог — это очень узкий специалист, это сопровождающий врач, и возникают вопросы, а как правильно применить, а какой, например, анализ сдать, а тот ли это анализ, правильно ли я что-то поняла вас на встрече. И обратная связь вот именно здесь обязательно должна быть, и вам нужно перед консультацией уточнить, будет ли у вас обратная связь с врачом. Ну и, конечно же, смотрите отзывы на средства, которые вам назначают, не только официальную информацию, но и что пишут люди, которые уже это попробовали, испытали и набили свои шишки. И пользуйтесь рекомендованными назначениями правильно. Я веду телеграм-канал Бабли, где я собираю обратную связь от своих подписчиков, и там, в этом телеграм-канале, у меня был пост с вопросами к трихологу, и я сняла отдельное видео, не стала его сюда добавлять, здесь так много информации, и как только интервью с трихологом по вопросам моих подписчиков выйдет на канале Крюкова, ссылку я добавлю в описании, и она появится в верхнем углу этого видео. И если вам интересна от меня обратная связь, если вы хотите быть тоже участником следующих видео, задавать свои вопросы специалистам, то подписывайтесь на мой телеграм-канал Баблик, и там, надо сказать, я бываю чаще всего. Если вам было интересно и полезно мое видео, то ставьте под ним лайк, пишите ваши комментарии, были ли вы на консультации трихолога, какие бы вопросы вы хотели ему задать, какие бы вопросы решить. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Крюкова и нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещения и посмотреть новое видео на нашем канале самыми первыми. Пока-пока.